числа христианства. Но это особый разговор. Вот как раз есть один вопрос с этим связан, как раз немножко перейду, потому что так сказать, вот человек написал письмо, но суть такого, что будучи человеком крещенным, в маленьком возрасте мне прививалась соответствующая вера, я нутром всегда понял, что что-то не так, но меня смущает во всем этом обмане существование Матроны Московской, Ксении Петербургской, Серафимы Саровского и других просветленных целителей, которые добивались того, что могли исцелять, хотя и исповедовали христианство. Как это может быть? Вопрос, понимаете, вот действительно, казалось бы, об этом кричат, во всех их объявили святыми и тому подобное, так? Скажете, вот, действительно, были такие люди, делали что-то. Я не берусь исследовать каждого из них, что было, что не делали, но думаю, что многие их действительно могли там исцелять и так далее. Вопрос, имеет это отношение какое-либо к церкви? Абсолютно никакого. Ни малейшего. Это имеет отношение к генетике этих людей, которые этими дарами обладают, и в силу того, что они попали в среду такую, которая заставила их пойти там, в монахи или в монашеники, и они внутри церкви были, в лоне церкви, их тут же объявляли святым. Потому что это тут же воспринималось как это типа вот от Бога идет, человек типа является проводником, и через него Бог исцеляет и тому подобное. И на этом, как он пишет, батюшки, наши батюшки, в кавычках, не случайно поставил, действительно, прекрасно использовали такие возможности. И оппозиция была такая. Даже здесь, на европейской части России, это мало проявлялось, потому что в Западной Европе, вот кто знаком с молотом ведьм, там была очень простая, инквизиция сделала очень простую такую позицию. Если внутри церкви, это от Бога, если вне церкви, то от дьявола. Неплохо. То же самое. Одно от Бога, а другого от дьявола. И чтобы освободить лап дьявола, человек нужно сжечь. И огонь, очищающий, типа освобождает человека из лап дьявола. Прекрасная позиция. То есть уничтожались все те, кто не хотел поддерживать позицию церкви, потому что она держится полностью на лжи. Полная ложь, не говоря о том, что Новый Завет и так далее, и так далее. Кто желает, почитает. Кое-что я писал, кое-что Светлана писала по этому поводу. Более подробно можно почитать. И действительно, ляпсусов столько, сотни ляпсусов, которые просто удивляются, что люди не замечают. В принципе, я не удивляюсь. Почему? Потому что там заложена программа, что человек, читающий ее, действительно видит и воспринимает только то, что хотят те, кто ее заложил, эту программу. То есть многие вещи они даже не постеснялись оставить неизмененными, потому что были 100% уверены, что никто никогда не сможет увидеть истину. Кто-то читал книгу «Час быка» Ефремова? Есть такие здесь? Помните, там писал он о острове, который никто не видел, хотя он был. Помните, да? То есть, действительно, он принес такой образ, что вот внушение такое мощное, что жители той планеты, о которой он написал, этого острова не видели. Хотя для тех, кто придет с другой планеты, они его прекрасно видели. То есть воздействие мощное шло на сознание людей, что они воспринимали причинный материал в то, что хотели те, кто эту программу закладывал. Потому что воздействие шло на уровень подсознания. Все слышали о 25-м кадре, правильно? А это еще действует 1000 раз эффективнее, чем 25-й кадр. И к тому же человек его не увидит, не услышит, ничего и так далее. И главное, что сам себя зомбирует. Поэтому вот такие вещи, как проявление тех или иных свойств и качеств у людей, очень четко использовалось. И сейчас в церкви, если рождаются дети, так индии, как называемые, да, церковник сейчас пытается тут же их загробастать, тут же их загнать, зомбировать и использовать типа в плане, чтобы вот они шли через церковь, что это от Бога и так далее. Почему? Потому что без всего этого церковь пустой звук. Потому что никаких так чудес, а никаких чудес нет. Те целители, чаще всего, не зная, не понимая природу своего дара, очень часто гробят себя, особенно дети, погибают из-за того, что они, не понимая то, что и как, просто сжигают себя, и все. А церковь на них или близкие родственники, или не очень, на них, как ни странно, делают деньги.
И вот такие моменты, как действительно людей немножко сбивают с толку, с панталыку, как у нас говорят, да? Что, а как же так, вот, все-таки те же делали что-то, ну и что? Дело в том, что многие вещи, особенно когда человек хорошо воспринимает, реагирует, происходят, и здесь никаких чудес нет, и никакого божественного начала нет. Хорошо, скажем так, христианство навязали Руси 1000 лет, да? Ну, как говорят, 2000 лет, хотя не христианство, а вообще культу Азириса 2000 лет, скажем так. Но цивилизация существовала на нашей территории порядка более 100 000 лет. Ну, это вы, наверное, если кто читал, знает. Вопрос. Если бы ничего не было до того, как, и вдруг вот человек пришел в церковь, и вдруг у него появилось что-то, да? Тогда понятное дело. Но когда у человека есть природный задаток, он приходит в церковь и работает на церковь, его вслепую или не вслепую используют, то это никаким образом не связано с церковью. Так вот, был ли целитель и так далее до того, как христианство появилось? Конечно, были. Тогда другие религии были, ну, в принципе, ведическое мировоззрение – это не религия. Вот, как многие, чтобы… Вот то, что сейчас пытаются, новая эра, так сказать, ведизма, пытаются привести в религию. Никогда религии не было. Было мировоззрение, во-первых, атеистическое, и для них это не было религией, потому что они не зря говорили, мы дети и внуки, дочь Бога. То есть, получается, смысл говорится о том, что те, кого называли богами, были людьми, просто людьми, которые вышли на определенный эволюционный уровень развития и могли делать некоторые вещи, которые без этого выхода на этот уровень делать невозможно. Но они говорили, мы дети и внуки. То есть наши предки с вами это говорили. О чем это говорит? О том, что, во-первых, понятие «Бог» заменили другим понятием. Как вот потом вот, как хитро заменили, допустим, раньше понятие было «спутник» и «спутница» жизни. Иногда это еще используется, да? Потому что в некоторых документах, допустим, Мария Магдалина, настоящая, проходила как спутница Христа, так? В те времена это означало «жена». Неплохо? Хотя и сейчас иногда используется в том смысле. Но поменяли одно слово на другом, и спутник или спутник превратился просто в тех, кто шли вместе с человеком другим. Попутчики, правильно бы сказать. Так ли это? Нет. Вот понимаете, вот как подмена слов заменяют одни слова, смысловую нагрузку дают, в том числе и слово «Господь Бог», и тогда «Господь Бог», так сказать, хотя не просто наши предки называли Господь Бог, просто богами называли, это просто, так сказать, статус эволюционный, качественного развития того или иного человека, кто смог достичь уровня творения. Кто начинал творить, вот состояние творения, это уже, когда человек творит, это уже уровень Бога. Но не в том смысле, как сейчас понимается, а совершенно в другом, абсолютно материалистическом понимании. Потому что наши предки были материалистами, потому что они знали гораздо больше о мире. Понимаете, сейчас слушаете этих церковников или некоторых специалистов комментируют о том, что после жизни происходит, да, жизнь и смерть, но слушаешь и думаешь, ну, черт возьми, ну откуда такую хинею они взяли? Ну, ни пельмеса не понимает. Но с таким умным видом об этом вещает. Хотел спросить, а вы хоть что-то, где-то вы прочитали это или сами что-то знаете? Прочитал. А кроме книг ничего? В общем, не хочу заводиться на эту тему, но действительно происходит, наполняется эфир псевдоинформацией. То есть, что преследуется? А преследуется простой эффект. К примеру, если человек слышал что-то, слышал звон, кто-то говорит об этом, да? И услышал какую-то хинею, которая тут же его вызвала отторжение, к примеру, да? Когда он услышит что-то, слово просто такого же типа, у человека уже сразу отрицательно настроен на это. Он даже не хочет слушать, что за этим стоит. А извините, это информационная война весьма серьезная. Почему? Потому что обычно, мы это знаем. Я говорю, хорошо, что некоторые вещи говорю. А что вы знаете? А вот то, что говорю, что слово знаете? А теперь объясни, что этим словом стоит. И как ни странно, и ничего сказать не могут. Понимаете? В том-то и дело, что получается именно информационная война, которая давно уже идет, просто люди не обращают внимания на это. В силу, может быть, то, что и проблем без этого хватает. Но в любом случае нужно начинать уже
мыслить самостоятельно. Не значит, что нужно отрицать все и вся, нигилистами быть. Нет, не в этом дело. Но нужно всегда, я всегда придерживаюсь позицию. Человек имеет право иметь свое мнение. Это его право. Но если он начинает это мнение предлагать другим, то он должен доказать свое мнение, что он имеет право быть. И если ему доказать, что его мнение несостоятельно, то он должен отказаться от ложного мнения, которое он имеет собственно. Как бы неприятно своего родника дичище отрицать, что вот, извините, я ошибался. Большинство, к сожалению, даже им доказывают, все равно продолжают гнуть свою, потому что, опять-таки, к сожалению, социум, который сейчас создан, он волей-неволей влияет вот на сознание людей. Потому что формирование идет. Не знаю, кто-то знает, в Китае в свое время получали уродцев как? Брали ленинский сосуд странной формы, туда помещали ребенка, и вот ребенок рос, и его тело приняло форму этого сосуда. Когда ребенок полностью заполнял своим телом сосуд, сосуд разбивали, и ребенок остался вот по форме сосуда. То есть это внешняя форма, физическое тело так уродовали, так? Социальные паразиты, которые 1000 лет, в принципе, правят миром, все больше и больше, но уже, думаю, сейчас у них огонь идет, но тем не менее. Вот они тоже делали с душами людей. Вот они, то есть внешнюю душу же нельзя увидеть. Так, сосуд разбили, тело перекошено осталось, да? А душа зрительная большинство людей не видна, правильно, да? И деформация или разрушение, или блокировка развития особо не замечается. Кроме того, кто понимает, что к чему. И большинство людей не понимает, что вот находясь под постоянным воздействием информационным, псевдоинформационным воздействием, происходит и искажение их собственного восприятия. Потому что нормальный человек, поняв, что он заблуждался из-за того, что у него не было достаточной информации, для него же самого блага должен шагать вперед. То есть, ага, я не учил здесь вот это, я не учил вот здесь вот это, я не учил вот здесь вот это. И, может быть, он пересмотрит свое мнение, может, он сделает следующий шаг и найдет что-то интересное. Но нет, каждый, вот я понял что-то, и вот больше ничего понимать не хочу. Вот это мне устраивает, и все. Чтобы было понятно, с одной стороны, это связано с объективной и субъективной причиной. Субъективное – это влияние паразитической системы, а объективно в том, что, представьте себе вот такой образ, который позволит легко представить ситуацию, что вот человек находится на уровне 1-го этажа. Вот он вышел и смотрит, что он может увидеть, сколько его взгляд может охватить. Вот он охватывает, сколько вот попадает в поле зрения. Так? Но представьте, что этажей, допустим, 1000, да? И человек поднялся на 10-й этаж. Он же увидит гораздо больше, чем с 1-го этажа, правильно? Если на 100-й и на 1000-й. Чем дальше человек будет подниматься, тем объем информации, доступный его обозрению, будет расти. И понимание, естественно, будет совершенно другое. Хотя на каждом этаже то, что мы воспринимаем, будет истина в какой-то степени. Но если правильно привести параллельный пример с мозаикой, то, допустим, если 100 кусочков мозаик создают целостность, то, например, на 1-м этаже это, допустим, пускай будет 1 кусочек мозаики, так, на 2-м 2 куска примерно, и на 100-м, допустим, 100 кусочки. И вот на каждом этаже человек увидит кусочек мозаики. И на 1-м этаже много он сложится на кусочка? Не очень много. То есть для того, чтобы сложить картинку более-менее целую, человек должен иметь, по-моему, не менее 70% полной мозаики, чтобы сложилось целое. Тогда он уже может предполагать, что вот, вот такая, хотя тоже возможны ошибки, потому что 30 нехватающих кусочков может иметь принципиально, потому что каждый кусочек – это следующий этаж восприятия, это не на том же самом уровне. Поэтому вот это объективная причина. А субъективная – это вот желание человека не понять природу, к сожалению, а любоваться самим собой в этом, понимаете? То есть вот я достиг чего-то понимания и считаю, что вот это все, это крышка, дальше ничего нет и не может быть, потому что я это считаю так. Я могу сказать одно, что, по крайней мере, очень я благодарен своим врагам. Знаете, за что? За одну вещь. Потому что не то, что я слава Богу, извините, образ, словосочетание, никогда не считал, что то, что я познал, является крышкой, и дальше уже ничего нет. Но, тем не менее, когда ты сам двигаешься вперед, ты воспринимаешь только то, к
чему ты наткнулся, что ты развил и так далее, и так далее. А враги, когда пытаются тебя уничтожить, они не ищут, не пытаются тебя уничтожить там, где ты силен. Они ищут белые пятна, прорехи там, где ты ничего не знаешь. И, естественно, когда наносят удар тебе, то бьют туда, где ты ничего не знаешь. И тут волей-неволей, когда начинает действие, тут или ты находишь решение, или ты его не находишь. В одном варианте все более-менее нормально, а в другом ты покойник. И вот таким образом, когда мне приходилось довольно много воевать в таком плане, для того, чтобы выйти живым из каждой такой ситуации, мне приходилось понимать, откуда что, где, от чего, почему, для чего. Так это отсюда. Потому что еще самое интересное, пока взаимодействия нет, допустим, вот, как говорится, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Понятно, да? Поэтому, когда не знаешь, куда пойти и зачем пойти, то принести сложно. Но когда начинается действие, вот когда начинает долбить, вот когда вот здесь идет уже, то уже получается, что получается не знаю куда, ни что, а уже бьют-то тебя чем-то, и ты начинаешь изучать тем, чем бьют. Так сказать, у меня был опыт определенный. Времени изучения, конечно, понимаете, очень много. И поэтому нужно успеть было. И, естественно, изучая те пробелы, которые я не затронул, может быть, я в будущем бы и нашел бы их, а может быть, никогда не нашел, так бы шел дальше по какому-то коридору, не трагедии другие. Но мне помогали коридоры расширить как можно больше. И таким образом действительно удавалось не только решить проблему, но с учетом тех моментов, может, не после каждого, находить принципиально новые решения, которые раньше не было, потому что не хватало кусочков мозаики, чтобы сложить картину. И таких этапов в моей жизни было очень много. Поэтому, к сожалению, большинство людей не делают это. Я не понимаю, почему. Для меня это странно. Наоборот, если достиг чего-то, понял что-то, да, это, естественно, радость, что ты что-то осознал и так далее. Но считать, что то, что ты осознал, является уже абсолютом, это бред сивой кобылы, я по-другому не назову. Но, к сожалению, паразитская система, она навязывает такое, что не стремление дальше искать, копать глубже, 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 как в том анекдоте, чтобы немножко развить остановку. Это американский анекдот, но он забавный. Едет про внутренний голос. Едет ковбой по прериям. Внутренний голос: останови коня, слезь с коня, достань лопату, копай. Тут клад. Копает. Потом спрашивает: ты сколько можно копать? Внутренний голос опять говорит: копай дальше. Он продолжает копать. Уже выкопал глубокий, яму глубокую. Ничего же нет. Кто же такую глубину будет закопать? Копай дальше. Он копает и натыкается на большой сундук драгоценностей. А он говорит: и пошутил же я. Так вот, иногда нужно копать глубже, даже когда кажется бессмысленно, да? Потому что бессмысленность, почему? Потому что то, что навязывается, шаблоны, они как раз человека делают слепым. И поэтому, чтобы этой слепоты не было, нужно пытаться от этих шаблонов отходить. И опять-таки не значит, что отрицать все, все, что было сделано, это можно выбросить, и только новое, это будет создана истина. Это бред сивой кобылы тоже. Но останавливается, что было создано, но если, к примеру, опять-таки, если остановилось бы развитие на том, что считают, что Земля плоская, и весь мир вращается вокруг нее, правильно? Хотя некоторые до сих пор считают так, но я уже говорил об этом, есть общество плоской Земли. И до сих пор люди считают, что Земля плоская, и что мир, все звезды, и Солнце вращается вокруг нашей Земли. Пускай считают. Но все уже остальные, которые подавляющее большинство, уже достаточно хорошо понимают, что Земля действительно круглая, и что она не является центром Вселенной, и т.д. и т.п. Понимаете, изменилась ситуация, чуть больше информации появилось, хотя субъективно каждый из нас, выходящий, просыпающий утром, видит, что он же не двигается, стоит на месте, так? А тут Солнце поднимается на востоке, идет вокруг, садится на западе. Так кто движется, да? Мы же не движемся. Наш орган чувств нас обманывает. Кстати, иллюзию, что не мы движемся, не планета движется, Земля, а все наоборот.
Хотя это объективные факты, но они неполноценны. Вот понимаете, вот нельзя зашоренным быть, останавливаться на том, что кто-то создал, потому что созданное – это шаг. И если современная наука, опять-таки, прийти, официально признать, что ни бельмеса не знает о 90% материи Вселенной, 90%, я понимаю, там, не знают о 5%, там, 2%, ну, 1%, это будет 10, ну, 30% еще приемлемо. Но когда они официально говорят, что мы ничего не знаем о 90%, и говорят, что они уже имеют право на абсолютную истину, ну вот здесь уже клиникой пахнет. Так, а теперь перейдем уже к тем вопросам, которые прислали, уже написали здесь. Тут очень много вопросов прислано по интернету, но пускай не обижаются те, кто присылает по интернету. Я, в принципе, в большей части буду отвечать на вопросы, которые поступили из зала, потому что, так сказать, люди все-таки приехали, многие издалека, и то неизвестно, удастся ли